Мужчины – полная сосредоточенность, потому что тема сегодня мощная и крайне важная – признаки, что вы чрезвычайно привлекательный мужчина для женщин. Прежде чем начать, сделайте себе одолжение, нажмите «Нравится» и подпишитесь на канал, ведь если вы не в состоянии даже кликнуть, как тогда собираетесь перевернуть свою личную жизнь? Я устал видеть, как мужчины жалуются, у меня ничего не выходит, но при этом палец о палец не ударяют, чтобы изменить свою манеру поведения. Хватит ныть и довольствоваться крохами. Сегодня вы, наконец, поймете, какие сигналы указывают, что женщины действительно считают вас привлекательным именно вы, кто ощущает себя беднягой и незаметным. Более того, вы научитесь использовать эти признаки себе на пользу, не веря в иллюзорные обещания и не поддаваясь негативным мыслям. Настало время ясности и движения к успеху. Я разберу каждый сигнал от долгих взглядов до того, как они рассказывают другим о вас, и объясню, почему это говорит о том, что вы особенный в их глазах. Может, вы уже замечали некоторые из этих подсказок, но думали, наверное, мне это показалось, и упускали ценные возможности. И не надо. Да, они выбирают только богатых или качков. Это слова тех, кто не понял, что привлекательность выходит далеко за пределы денег и мышц, затрагивая осанку, уверенность, стиль общения и энергию, которую вы излучаете. В конце этого видео вы сможете определить, действительно ли они видят в вас мужчину с ценностью и желанием, а главное, как использовать это, чтобы строить здоровые отношения, будь то легкий флирт, серьезные отношения или даже брак. Я буду говорить откровенно и жестко, когда потребуется, но при этом с добротой и позитивом, ведь понимаю, многие из вас получали отказы и нуждаются в том, чтобы вернуть себе самооценку. Обещаю, если досмотрите до конца, вас ждут советы и истины, способные изменить ход игры в вашу пользу. Ладно, хватит медлить. Берите блокнот, если хотите записать, и готовьтесь. Ведь, овладев признаками, о которых я расскажу, вы можете вообще обойтись без фейковых «гуру» и заученных фраз. Вы станете тем самым мужчиной, мимо которого женщины не проходят и которого потом не хотят терять. А кому не хочется научиться этому? Приступим. Номер 1. Женщины часто устанавливают с вами продолжительный зрительный контакт. Первый признак, что вы крайне привлекательны. Женщины поддерживают с вами более долгий зрительный контакт. И это не мимолетный вежливый взгляд, а нечто более настойчивое, любопытное, будто они стараются считать ваш образ. Часто вы думаете, что это случайность или она просто смотрит в пустоту. Но на деле женщина проверяет, ответите ли вы взглядом или смутитесь и отвернетесь. Такой зрительный контакт говорит об искренней заинтересованности, ведь, поверьте, большинство женщин не тратит более 2 секунд, глядя на то, что их не зацепило. Если при разговоре вы замечаете, что их взгляд буквально прикован к вам, это значит, что их заинтриговали вы или то, что вы излучаете. Не недооценивайте. Если подобное повторяется, вероятно, вы передаете особую уверенность, энергию или еще что-то, что их влечет. Но не забывайте, одной внешности или толстого кошелька мало, если во время общения вы не можете спокойно поддержать контакт глазами. Если они готовы смотреть на вас дольше обычного, значит, вы излучаете магнетизм. Как это использовать? Когда вы почувствовали этот взгляд, не избегайте его из робости. Ответьте спокойным, но дружелюбным взглядом с легкой улыбкой, чтобы не выглядеть напористым. Дайте понять, что заметили и не растворились от ее взгляда. Этот небольшой жест вернуть контакт взгляда может вылиться в разговор, знакомство. Женщина подумает, он не стушевался, он уверен в себе. И это только усилит ее первую впечатленность. Итак, если вы замечаете такие взгляды регулярно, это вряд ли совпадение. Это явнейший признак, что ваш внешний вид и манера держаться привлекают. Не придумывайте «Ой, у меня, наверное, пятно на рубашке». Проснитесь, мужик. Если она раз за разом на вас смотрит, это говорит о явном интересе. Берите себя в руки и делайте следующий шаг. Номер 2. Они ищут повод пообщаться с вами, оказаться рядом. Второй признак. Они находят предлоги, чтобы быть возле вас. К примеру, коллега на работе, которой будто без причины нужно несколько раз проходить мимо вашего стола. Или подруга вашей сестры, которая на вечеринке постоянно появляется случайно рядом с вами то выпить, то поговорить. Если разобраться, логического смысла в этом мало, кроме как «хочу оказаться возле него». Почему?
Потому что, если женщине кто-то нравится, она стремится обеспечить себе возможность контакта, прикидываясь, будто бы это просто совпадение. Фраза вроде «Ой, нужно взять бумагу именно возле тебя» или «Тут так тесно, я сяду возле тебя, можно». На вид мелочи, но очень указывают на симпатию. Если вы видите, что это повторяется, маловероятно, что это случай. Вопрос: как не проспать удачу, не стать простаком? Совет: замечая, что она снова подошла к вам по делу, заговаривайте, шутите, спрашивайте что-то. Не сидите равнодушно. Так вы покажете: я в курсе и одобряю. У нее в голове: этот парень не тормозит, отреагировал классно. А если вы упустите шанс и не поймете, она решит, что вы безразличны или трусливы. Так что держите ухо востро, если ее поведение не один раз, а регулярно ставит ее рядом с вами, почти наверняка это признак симпатии. И запомните, действуйте мягко, без давления, но не упускайте шанс. Скажите что-то вроде «забавно, вечно мы тут сталкиваемся, похоже, судьба». Если в ответ она улыбается и оживляется, вы в правильном направлении. Самое тупое — ничего не делать, глядя, как она уходит разочарованной, ведь он ничего не понял. Так что будьте наготове. Номер 3. Вам делают неожиданные комплименты о вашей внешности или характере. Третий признак – неожиданные комплименты. Когда женщины хвалят вас, причем прямо так, внезапно, да еще не по поводу, это почти всегда знак, что им реально нравитесь. Не «а, прикольная футболка» из вежливости, а что-то глубже, например, «мне очень нравится твой тон голоса, он внушает спокойствие», или «обожаю твою уверенность, с тобой сразу чувствуешь себя комфортно». Если она указывает на конкретную деталь вашей личности или внешности, это чаще всего не простая любезность, а явное проявление симпатии. Почему это так важно? Потому что женщина обычно не станет говорить что-то подобное без причины. Раз она видит в вас нечто особое, стоит об этом упомянуть. Многие мужчины, услышав подобный комплимент, думают, да она просто дружелюбная, и не принимают сигнал. Может, все куда глубже. Если вы все чаще получаете такие похвалы или от одной и той же, и не раз, значит, вы транслируете харизму и привлекательность. И вот как реагировать: не преуменьшайте, типа «да нет, ничего особенного». Скажите «спасибо, приятно это услышать». Значит, тебе это действительно важно. Покажите благодарность, добавьте легкую позитивную ноту. Это укрепляет контакт, дает продолжить беседу. Потому что если вам дарят такие слова, это не просто вежливость, это приглашение к более тесному контакту. Так что да, если вам нередко делают комплименты о вашей манере, стиле, чувстве юмора или характере, не пропускайте. Это громкий звоночек «мне ты нравишься». И именно тут самое время проявить инициативу. Ответный интерес, дружеский флирт может пригласить куда-то. Но не падайте в эйфорию, просто используйте эту возможность. Ведь не каждый день женщины рассыпают комплименты, если мужчина не зацепил их всерьез. Номер 4. Женщины чаще смеются над вашими шутками, даже не самыми смешными. Четвертый признак. Они чаще смеются над вашими шутками, даже если те не суперостроумные. И давайте не будем. Это потому, что я комик от Бога. Может, вы и вправду смешной, но, как правило, здесь дело в том, что ваша привлекательность заставляет их смеяться даже над посредственным юмором. Заметьте, вы, бывалоча, говорите нечто, что, по идее, смешит лишь самую малость, а вдруг встречаете хихиканье, улыбки, интересные взгляды? Это говорит: я хочу, чтобы обстановка с тобой была позитивной, и смех становится способом продемонстрировать «мне с тобой хорошо». Умный мужчина понимает, если женщина смеется над каждой мелочью, она, скорее всего, чувствует к тебе влечение. Это может быть и на бессознательном уровне. Раз так происходит, значит, неспроста. Возможность для вас еще сильнее сблизиться, продолжая легкий, непринужденный разговор. Например, если ты будешь смеяться над всеми моими неуклюжими шутками, я решу, что мне надо на сцену стендапа. Шуточная фраза, которая поддержит атмосферу веселья. Просто не пытайтесь каждые 30 секунд кривляться, это будет перебор. Главное осознать: если она смеется с легкостью, значит, между вами есть контакт. И разумеется, не путайте вежливый смех с явным флиртом, но если оно сочетано с другими сигналами, вроде взглядов и интереса, знайте, вы ее зацепили.
Номер 5. Они сами начинают разговор или просят ваш совет. Пятый признак. Женщины сами заводят беседу с вами или просят у вас совет по куче вещей. Может, в офисе они вдруг хотят узнать ваше мнение о проекте, хотя у них есть и другие коллеги. Или в универе спрашивают о чем угодно, что ты скажешь по этому поводу. Это наводит на мысль, а почему именно я? Да, значит, они видят вас как интересного и надежного мужчину, к которому стоит обратиться. Порой это не про совет, а попытка тактично начать разговор. Мол, посоветуешь, куда поехать в отпуск. Хотя куча других людей вокруг, а она подошла именно к тебе. Это уже признак, что вы ей нравитесь и что она ищет предлог поболтать, и может лучше понять, каков вы. Будьте внимательны и не ведите себя сухо, будто, не знаю, решай сама. Вместо этого проявите энтузиазм, пусть и небольшой, дайте совет, а потом, в свою очередь, задайте встречный вопрос о ее предпочтениях. Так беседа потечет глубже. И не надо думать, будто вам нужно быть экспертом. Главное – показать дружелюбие и готовность помочь. Она могла бы обратиться к кому-то еще, но выбрала вас очевидный намек на симпатию. Если еще и несколько женщин так делают, то вообще шик. Вы, видимо, располагаете к себе, и это стоит развивать. Не ведите себя угрюмо и отстраненно. Примите их движение навстречу, ведь это, по сути, пропуск к сближению. В конце концов, если женщина часто просит у вас совета, ей, скорее всего, интересно то, как вы думаете, а значит, интересны вы сами. Номер 6. Женщины правят свою осанку или трогают волосы, когда вы рядом. Шестой признак. Классика. Она при вашем появлении начинает поправлять волосы, выпрямлять спину, как будто старается выглядеть получше. Это один из самых явных жестов в языке тела, показывающий «ты меня волнуешь, я хочу выглядеть привлекательнее». Да, бывает, человек и так дергает волосы или поправляет кофту. Но если она делает это каждый раз при разговоре с вами, если вы замечаете, что она раз за разом, случайно, прикасается к прядям, чуть меняет позу, смущенно улыбается, все это сигнал. И еще, если она тоже немного наклоняется к вам, когда вы говорите, или разворачивается полностью в вашу сторону, значит, она ждет, что вы заметите и продолжите контакт. Повторяюсь, не взирайте на это плотоядно, ага, я все увидел. Будьте спокойны, дружелюбны. Если видите, что она прикасается к волосам и слегка улыбается при вашем «привет», используйте это как зеленый свет к разговору. Не обязательно говорить «я вижу, как ты там крутишь волосы». Это может смутить, если она стесняется. Но продвинуться стоит, улыбнитесь, посмотрите в глаза, кивайте, когда она говорит. Если беседа пойдет, можете в шуточной форме упомянуть. Интересно, у тебя такая милая привычка, когда ты чем-то озадачена, трогать волосы? Только если обстановка располагает. В целом, если несколько женщин в вашем окружении проявляют такую реакцию, вы явно излучаете что-то очень притягательное. Это не миф, что язык тела не обманывает. Она либо перед вами зажата, если вы не нравитесь, либо вот так принаряжается в ходе общения, если вы ее цепляете. И если она постоянно поправляет что-то, пусть знаками, но говорит «Эй, взгляни на меня». Будьте же чуточку проницательнее. Номер 7. Они помнят всякие мелочи, которые вы рассказывали на бегу. Седьмой признак. Женщина запоминает всякие мелочи, о которых вы упоминали вскользь: футбольную команду, за которую болеете, музыку, которую любите, планы на выходные. Это значит, что она внимательно слушает и обдумывает все, что касается вас. Если ей было бы все равно, она не хранила бы эти сведения в памяти. А тут вдруг при встрече говорит: «Как там твой автомобиль, уже починил», хотя вы лишь мельком обмолвились об этом. Или «Ну что, понравился концерт, о котором ты говорил?» Согласитесь, это не из вежливости, а потому что ей интересно, что у вас происходит. Вот ваш козырь. Если она так делает, вы уже видите, что ей не безразлично, углубляйтесь в тему, проявляйте радость, что она помнит. Скажете, к примеру: «Го, ты даже это запомнила? Приятно, что ты интересуешься. Да, все прошло классно». И в ответ, конечно, расспросите ее о чем-то, сделайте это взаимным. Можете, например: «Я не забыл, что ты собиралась на мастер-класс по кулинарии. Как оно?» Это укрепит ваше общение. А если эта внимательность повторяется неоднократно, то уж точно вы для нее не просто случайный знакомый.
Так что не игнорируйте такие мелочи, ведь они явный маркер того, что ваша личность и ваши слова глубоко осели у нее в голове. Значит, вы что-то в ней зажигаете, и это стоит развивать. Номер 8. Вы замечаете, что они становятся нервными или робостными рядом с вами. 8 признак. Женщины, обычно раскованные, вдруг выглядят смущенными, зажатыми или нервничают, когда вы подходите. Если какая-то девушка, обычно уверенная в себе, рядом с вами краснеет, глупо хихикает или сбивается, не зная, куда деть руки, это сильнейшая подсказка, что вы на нее сильно влияете. Чаще всего это происходит, если вы ей нравитесь, и она старается выглядеть безупречно в ваших глазах, но переживает, что может облажаться. А на деле такое поведение говорит: «Меня волнует этот мужчина». Если вы видите, что это происходит, не надо становиться самодовольным. Лучше помогите ей расслабиться, задайте спокойный вопрос, улыбнитесь, сделайте маленький комплимент или отреагируйте мягким юмором. «Эй, все хорошо, не думал, что могу так пугать», но не насмехайтесь. Пусть чувствует, что вы друг, а не враг. Если такое робкое поведение видно у нескольких женщин вокруг вас, очевидно, вы обладаете серьезной притягательностью. Цените это, но не будьте надменны, от этого они уйдут в ракушку, а вы будете выглядеть высокомерно. Оставайтесь доступными, доброжелательными, тогда робость может перейти в искренний интерес, доверие, а дальше дорога к более близким отношениям. Наблюдайте: покраснение щек, нервный смех, путанные фразы — все это нередко значит «ты мне нравишься, я волнуюсь». И если вы отвечаете теплой уверенностью, создается почва для чего-то большего. Номер 9. Женщины представляют вас или отзываются о вас хорошо другим людям. 9 признак. Женщины знакомят вас с другими людьми или рассказывают о вас в позитивном ключе даже в ваше отсутствие. Если она говорит: «Это тот самый, который обожает джаз, о котором я рассказывала», или «надо, чтобы вы с ним познакомились, он классный», это, по сути, значит, что она вас рекламирует в своей среде. А это почему важно? Потому что никто не будет пытаться возвысить кого-то, кому равнодушен. Раз она подчеркивает ваше достоинство перед друзьями или семьей, значит, она вами восхищается, гордится, что вы у нее есть в окружении. Возможно, узнаете случаи, когда чужой человек, видя вас впервые, замечает: «А, я про тебя уже слышал, а». Вот она, работа той девушки. В таких случаях она словно заявляет: «Обратите на него внимание, он особенный». Что делать? Показывайте благодарность и участие. «Спасибо, что представила меня». Рада знакомству, дайте понять, что вам важно, как она о вас рассказала. Это усиливает контакт и облегчает вам путь к более тесному общению. Будьте внимательны, не примите это как должное, скажите что-нибудь приятное в ответ, если уместно, скажем, похвалите ее среди ее друзей. Такая взаимная поддержка только укрепляет расположение. Если же замечаете, что подобное происходит в нескольких компаниях, значит, у вас вправду высокий социальный рейтинг в ее глазах. Ловко пользуйтесь этим, не уходя в эгоизм. Сохраняйте скромность, но наслаждайтесь тем фактом, что вы в фаворе, это здорово продвигает дело в плане сближения. Речь о высшем уровне социальной привлекательности, что очень влияет на романы и отношения. Номер 10. Они задают вам личные вопросы, чтобы лучше познать вас. 10 сигнал. Женщины задают вам личные вопросы, чтобы узнать ваши ценности, мечты, взгляды, то есть что-то, выходящее за рамки «как дела» или «чем занимаешься». Возможно, это вопросы об отношениях, что думаешь о серьезном романе, представляешь себя отцом, какие у тебя цели через пару лет. Это типичный пример, когда женщина хочет понять, какой вы человек в глубине, и рассматривает вас как потенциального партнера. Уловили? Обычно таким вы интересуетесь лишь тогда, когда другой вам не безразличен. Притом не все сводится к тому, что завтра вы женитесь. Но ей важно знать, насколько вы солидны или у вас подходящие для нее принципы. Если вы, да еще неоднократно, замечаете от разных женщин такого рода вопросы, не думайте, что это просто дружеский интерес. У них есть сигнал, что вы зрелый, интересный тип. Опасность в том, что некоторые мужчины реагируют неловко или шутят: «Го, ты чего меня выспрашиваешь, рано еще». Лучше ответить спокойно, показать, что у вас есть планы, что вы не пустышка. Расскажите о себе, но не выпячивайте, как будто бежите под венец. Женщины любят, когда мужчины четко представляют будущее, а не плывут по течению.
Так вы даете ей понять, что можно в чем-то на вас рассчитывать. Если вопросы такого рода повторяются, считайте это большим признаком любопытства к вам. Используйте это, будучи искренним. Если ищете просто легкие отношения, признайтесь, не стоит обманывать. Честность и последовательность создают вам хорошую репутацию. Получая эти вопросы, радуйтесь, это хороший знак. Если вы отвечаете уверенно, она убеждается, что вы не боитесь темы «жизненные цели» и «ближайшие перспективы». Это поднимает вашу привлекательность на новый уровень. Номер 11. Вы замечаете постоянные улыбки, когда они находятся в вашем окружении. 11-й признак. Постоянные улыбки, когда вы рядом. Вы входите в помещение, подходите к ним, и они внезапно расцветают в улыбке, выглядят более оживленными. Это отличный симптом, говорящий «мне с ним хорошо» или «я хочу казаться веселой», чтобы произвести впечатление на него. Если бы вы ее не интересовали, вряд ли бы она включала такую приветливость. И не путайте с дежурной улыбкой на секунду. Я имею в виду многократные искренние улыбки, которые появляются всякий раз, когда вы что-то говорите. Или она при звуке вашего голоса. То есть она выглядит заметно радостнее, чем обычно. Что делать? Не оставайтесь холодным. Отвечайте улыбкой, говорите, задавайте вопросы. В такие моменты создается позитивная химия. Вы можете укрепить рапорт. Если замечаете, что женщины в целом часто улыбаются вам, можете поздравить себя. Явно ваша энергия и поведение делают их счастливыми. Используйте это, не поддаваясь искушению постоянно стараться быть смешным. Не нужно переигрывать. Будьте самим собой, поддерживайте этот позитив. И если это случается не с одной, а сразу с несколькими женщинами, значит, у вас есть талант вызывать улыбки. А это очень весомая деталь в плане привлекательности. Многие мужики мечтают об этом, а вы уже обладаете, может, даже не осознавая. Так что развивайте дальше. Чуть больше легкости, приятные слова. Прямо сейчас вы уже создаете вокруг себя более радостную атмосферу, а это чистый путь к успеху в отношениях. Номер 12. Они охотно поддерживают или подтверждают ваши идеи в компании. И, наконец, 12-й признак. В групповых беседах женщины часто поддерживают ваши идеи, подтверждают то, что вы говорите. Пример: вы в компании друзей обсуждаете какую-то тему, вы высказались, и женщина тут же «он прав, я тоже так считаю». Или «а что ваше имя, думает». Будто бы ставит вас в центр внимания, признает ценность ваших слов. Это важный знак, ведь если им все равно, они не станут выпячивать ваши идеи. А тут им интересно, как вы думаете, или они хотят, чтобы все услышали, что вы умный, умелый, признак, что ваша позиция в ее глазах высока. Зачастую она так заявляет свое одобрение, привлекая к вам внимание окружающих: обратите внимание, он крут. И, разумеется, это указывает на то, что вы ей симпатичны. Для мужчин шанс продолжить, приобщить ее к разговору, улыбнуться ей, сказать «спасибо, что поддержала», или еще что-то, позволяющее общению углубиться. К тому же, если сразу несколько женщин в разных ситуациях часто поддерживают ваши мысли, можно смело сказать «я действительно произвожу впечатление ведущего или человека с лидерской жилкой». Тогда пользуйтесь этим, не свысока, а с пользой. Внимательный и дружелюбный лидер в коллективе – еще более привлекательный образ. Ну что ж, вот и все, парни. Если хотя бы несколько из этих 12 сигналов совпадают, вы смело можете считать себя очень привлекательным мужчиной. Но помните, не стоит почивать на лаврах. Продолжайте развивать свои лучшие стороны, не позволяйте себя использовать и не вводите женщин в заблуждение. Будьте собой, будьте уверены, но не заносчивы. И если эти советы пришлись по душе, жмите лайк, подписывайтесь на канал и поделитесь с тем дружбаном, который все время жалуется на безнадежность. Ведь, поверьте, каждый мужчина может прокачать эти качества, если только возьмется за себя. Время пришло. Действуйте и раскрывайте свой потенциал.